Я хотела в одном эфире все это завершить, рассказать, объяснить вам, но что вообще очень редко бывает, очень редко такое, чтобы телефон так перегрелся. Но, видимо, боги захотели, чтобы люди их услышали, и я отдельный эфир загрузила. Сейчас я свет включу, попробую, чтобы здесь вспышку не включать и быстро, чтобы не закончилась зарядка. Секунду. Посмотрим, подождите. Вроде, ну ладно. Короче, как есть. Итак, давайте ко второй части перейдем и более подробно расскажу, и как бы более спокойно, и прочее, прочее, как и обещала. Одна из самых главных богинь кельтского пантеона, богиня огня, семейного очага, знаний, таланта, волшебства и так далее. Вообще кельтский пантеон, он очень интересный. Основное количество богов, они все отвечают не только за свои функции, еще и за магию. Итак, друзья мои, почитали и любили, что даже богиня свободы, не знаю, на кого похожа, мне сейчас не дать ваши статуи в городах. Давайте перейдем к исконной теме. Даже африканский культ принял и Бригиту, и, собственно говоря, назвал Эгба, в нее влюбился. Она белая в африканской теологии, пантеоне богов Африки. Ее считают белокурой, белой иностранкой, которая стала покровительницей, богиней черного народа. Вот отсюда и мама Бригит. Ее изображают всегда светлой. Теперь пойдемте-ка вперед. Я так замечаю иногда некоторые, даже на это мозгов нету, вот прямо все мое. Ну ладно. Так, дорогие друзья, мы с вами давайте по новой обновим эту тему. Итак, еще с древних времен были созданы гороскопы, были созданы числовые объяснения и так далее. Многие люди этим пользуются, просто узнают ваше число, рождение, дата. В компьютере есть такие программы, туда вносят, и по древним ведическим, скажем, календарям они просто описывают вашу характеристику. И она действительно совпадает, потому что еще с древних времен подразделяли людей по определенным категориям. И вам предсказали будущее и прочее, прочее. Нет, это не предсказание, это всего лишь объяснение, которое дано до них много тысяч лет назад. Предсказание – это когда говорят о твоей судьбе, о твоей жизни. Такие детали, которые знать не могли. Это другое. Есть покровитель, но покровитель планета, то есть Бог. Я сейчас вам буду говорить о покровительницах, но не в том смысле, в котором у нас было уже при создании черных икон. При создании черных икон вычитывается все характеристики рода человека, его даты рождения родителей и прочее. Вычисляется определенный покровитель. Говорю о том, что богини делятся определенными чертами характера и даже определенными чертами своей судьбы, характера судьбы, с теми людьми, которые рождаются под их покровительством. Кроме того, это относится и к мужчинам, и к женщинам. Хотя, может быть, к женщинам более ближе это, поскольку это все-таки характер женской натуры, да, женского божества. Но это относится и к мужчинам в том числе. Далее, почему я выбрала именно греческих богов? Потому что греческие боги очеловеченные, потому что греческая культура ближе к нам. И нам понятнее и ближе, и легче объяснить, и легче как бы понять и вникнуть в это все. Но боги у африканских племен это Ошун, богиня красоты и любви, да. У армян это Астрик, у грузин это Мзекала и прочее, прочее. И так до бесконечности называют у греков. А греки сделали очень интересную вещь. Они перевоплотили свой пантеон, и что-нибудь невоодушевленное что-то, нечто. А ты можешь представить в голове, нарисовать, то есть вот эту вот реальность, то твоя связь быстрее получается с божеством, понимаете? Вот этот канал, который все время слышите, открыть канал, вот этот канал быстрее
То есть вот эта связь с божеством, она быстрее начинает получаться, когда человек в голове, в своем внутреннем мире может изобразить божество, которому он поклоняется. Поэтому я, значит, склонилась больше к греческому варианту. То, что я вам скажу, это не новость. Это было создано много тысяч лет назад, до меня. Но как призвать это божество и кто покровитель, это, наверное, вы первый раз услышите. Потому что недостаточно просто информацию прочитать, нужно еще понять, можно ли держать статуи этой богини. Почему? Потому что есть темные божества, есть светлые. Но светлые не в смысле, что хорошие и плохие, а просто есть темные уже дебри, куда можно только жрецам или через жрецов. А есть божества, которые отвечают за, скажем так, знания, талант, идеи, деньги и так далее. К ним можно было обращаться непосредственно. Итак, начнем по новой, да? Гестия. Гестия – богиня домашнего очага. Гестия – покровитель козерогов. У козерогов, дорогие друзья, на первом месте стоят дела. Гестия – та же самая Веста, которая требовала из своих жриц, чтобы так, сейчас, секунду. Чтобы они служили ей до 30 лет. Замуж, и причем обязаны были выдать за богатых людей. Так вот, еще раз напомню, что мать Юлия Цезаря была Вестала, то есть служащая Гестии, Весте, богиня семейного очага, за которой ухлёстывал сам Аполлон, но не добился. Как призвать Гестию? Причем вашу покровительницу, ночью, что-либо еще, можно алтарь, можно без алтаря, просто попросить свою покровительницу. И таким образом получить помощь. Значит, хлеб, соль, красный алтарь, молоко. Вы можете к этому алтарю подойти с ребенком. Можно ли статую Гестии дома? Далее. Говорит следующим образом. Моя покровительница Гестия или Веста, услышь меня и помоги. И в дальнейшем говорить свое, что вылить на землю. Или просто вылить. Потому что духи питаются молекулами. То есть ара уже, собственно говоря, загружает прямые эфиры. Видимо, у них там перезагрузка какая-то была, все, они исправили, теперь уже быстро загрузили. Водолей. Водолей считается самый творческий, самый лучший знак зодиака. Потому что водолеи – это люди, которые ведут людей к победе. Основное количество полководцев, военачальников в истории человечества, сильных личностей, вычитывать просто информацию извне. Я не могу контролировать прямой эфир. Итак, водолеи способны вести к победе любого человека. Водолеи никогда не проигрывают. Если человек хочет получить в этом мире победу, он должен подружиться с водолеем. Водолеи ведут к победе людей. Даже больше, чем, например, если вы дальше будете писать о том, что у вас виснет, я вас заблокирую. Я вам говорю честно. Вы меня этим отвлекаете. Водолеи ведут к победе людей. Даже в ущерб себе водолей ведет к победе. Любой человек, который подружился с водолеем, у этого человека дела идут хорошо. Водолей источает энергию победы в любом деле. И у человека, который дружит с водолеем, могут дела идти лучше даже, чем у водолея самого. Это знак уникальный.
этому знаку дано вести за собой народы. Потому что Водолею дается просто вычитывать информацию извне, из пространства. Неважно даже Водолею дано, скажем так, да, заниматься магией, не дано, не от этого зависит Водолей. Просто в своей сфере Водолей вычитывает информацию извне. Теперь, Ника. Ника есть покровительница Водолеев. Кто такая Ника? Ника та богиня, которая привела богов к победе. Поэтому она любимица Зевса, и все, кто Водолей, они под покровительством Зевса находятся, между прочим. У меня тоже одна из покровителей планет – это Зевс или Юпитер. То есть это могущество, это сила. Водолеи добиваются власти, успеха и прочее после 30 лет, когда они уже набрали всех навыков полководца. Но их победа, да, что-нибудь такое значимое. Может быть, на лице шрам, может, палец когда-то оторвался в детстве, может быть, хромают на одну ногу или исправили. Но в любом случае у водолеев есть боевой шрам. Водолеи любят носить кольчугу. На кольчугу они любят цепи такие обычного типа носить, большие украшения. Водолеи любят воевать. Но они не богини войны. Они просто их вовлекают в эту войну, и они побеждают в этой. Она упертая, вот я не проиграю, все. Нет, просто победа дается ей в руки, потому что она сама победа и есть. Но они никогда не тратят свои силы на войну. Они не воюют. Они уже берут готовую войну и побеждают. Но поскольку Водолей, она дочь реки Стикс, а Стикс – это река, которая протекает между жизнью и смертью, река смерти, по сути. Из-за того, что Водолей помогла богам выиграть войну с титанами, боги клянутся водами священной реки Стикс. Но, смотрите, победа дается через трансформацию. Водолей умирает и воскрешает всю жизнь. У нее есть такая способность. Она трансформируется. То есть это люди, которые начинать могут с нуля и снова вот с нуля поднять все, что возможно, на вершину. Водолей питается отрицательной энергией, в отличие от других знаков. Поэтому ненавидеть Водолея, кидать на Водолея камень, сплетничать, абсолютно вы не делаете ей плохо. Чем больше будут ее ненавидеть, тем больше она поднимается. Как ни странно, она питается энергией своих врагов. Так что вот это единственный знак, на которого никогда никак не действует никакой сглаз, никакие там проклятия. Абсолютно. Они от нее отлетают или наоборот. Но водолеи могут в один момент просто-напросто все отсечь и начать другую жизнь. До определенного времени. И самое интересное, что это очень-очень терпеливый знак. Водолеи должны настолько выносимая боль, чтобы кто-то узнал, что у водолеев была какая-то проблема. И то узнает тогда, когда она эту проблему уже решила. Потом она через много лет скажет: а вы знаете, вот такой был момент, когда я уже погибала, и никто не знал. Это единственный знак настолько терпеливый. С одной стороны, это хорошо, с другой стороны, для нее это плохо, потому что она очень долго терпит, и терпит она в ущерб своему здоровью и своей жизни. Дальше, как вызвать водолея? Черный алтарь или синий алтарь, синие свечи или черные свечи. Вода, поскольку мать водолея, она есть Стикс, мать водолея есть вода, мертвая вода. Вода мира мертвых. Ставить и говорить: о крылатая победоносная Ника, услышь меня и помоги мне. И сказать свою просьбу. Воду оставляем до некоторого времени. Потом лучше этой водой умыться, просто помыть лицо и руки. Можно ли дома держать статую водолея? Можно. То есть статую Ники можно, потому что она не войны, она богиня победы. Нику можно. Я даже давала вам ритуал обращения к Нике для победы.
Пойдем далее. Тихоня, но в то же самое любящего ее и преданного Гефеста, который для нее делал самые прекрасные украшения и богини, значит, добрый вечер, послушного, хорошего, работящего Гефеста. Она любила Ареса. И с ним же и убежала. И Арес ее бил, и Арес ее доводил до слез, и Арес причинял боль. Но она с ума сходила по нему, она обожала его и любит его до сих пор. И родила ему Купидона или Амура. О чем это говорит? Это говорит о том, что любовь и война, любовь и боль ходят рука об руку. Так вот, рыбы любят страдать. Они любят людей, которые им причиняют боль. И они избегают тех людей, которые им послушны и которые для них готовы на все. Если вы хотите понравиться рыбам, нужно к ним проявлять некоторое время абсолютное безразличие. И рыбы будут по вам сходить с ума. Ну или умеренную страсть. Скрывает как хорошее, так и плохое. Рыбы тихони. Но это не говорит о том, что у рыб нету внутреннего мира или страсти. Она очень велика. Но они никогда это не показывают. Они свою жизнь абсолютно в закрытом пространстве развивают. Афродита. У нее есть порывы. Она может броситься в бой ради любимого человека, а может просто уйти в сторону и вообще уйти от него. У рыб есть такая интересная особенность. В какой-то момент жизни, когда рыбу обидели, она просто молча собирается и уходит. То есть она никогда не показывает свое недовольство. То есть по рыбам непонятно, ей хорошо или плохо. Но это люди, которые очень трепетно относятся к своей внешности. Они очень трепетно относятся к своей внешности, они очень боятся старости, они очень переживают старость, из-за старости. А для них вот каждая морщина, каждый белый волос может довести до истерики. То есть у них начинается трясучка, они переживают из-за старости. Даже еще начиная с 15 лет они очень боятся старости. И если хочешь сделать больно рыбам, скажи, что она там потолстела, что у нее там лицо, как что-то лицо стало стареть или волосы стали белые. У нее будет истерика. Ушами. Рыб легче всего привлечь комплиментами. Теперь Афродита. Казалось бы, легкомысленная, но мощная страсть, которая правит, управляет всеми людьми. Одна из величайших и главнейших богинь, скажем, Олимпа. Я призываю тебя, сердец. Я призываю, которая рождена из пучины, которая рождена из пены морского. Я призываю свою покровительницу Афродиту. И говорите в зеркало Венеры то, что вы хотите. Просите. То есть можно ли держать дома статую Афродиты? Да. Поскольку мне часть без лицо, она была, я вам перечислила, это Афродита. Вот смотрите, хотите себя узнать? Вот она жила спокойно с Гефестом, была вся такая тихоня, красавица. Всем казалась такой дурочкой, но просто очень красивой и такой сексуальной, сексапильной. Олимпа сходили по ней с ума. А Арес был абсолютно к ней безразличен. А она с ума сходила по Аресу, плакала, бегала за ним. Один раз настолько далеко побежала, что эти шипы просто кололи ей ноги, и кровь брызгала оттуда. Отсюда появились розы, поэтому их называют цветы Афродиты или Венеры. И в конце концов она добилась своего и вышла замуж, точнее, женила его на себе. От того, что у него самая прекрасная богиня и жена, и по которой сходили с ума все боги Олимпа. Аресу как-то по барабану. Ну, взял он ее в жены и взял. И вот так мужчину, которого обожают, любят, сходят по нему с ума, а он отвечает абсолютным безразличием всю жизнь. Казалось бы, ну есть и есть. Есть они яркие женщины, яркие красавицы. Но из-за своей вот этой вот
никчемной жизни, за боли, которые всю жизнь они терпят. В итоге они просто стареют рано. Видимо, подсознательно это чувствуют, понимают, и поэтому как бы рыб очень безразличны к ним. Все, я вам объяснила, как ее призывать. Дальше. Овен. Овны, вы знаете, что это огненный знак, это знак, готовый перевернуть весь мир, это знак энергии, силы, творчества. Овен это просто всемирная энергия, можно сказать. Покровительница овнов Афина. Афина, которая не признает страсти, сумасшествия. Для нее это детский сад, она смеется, она была девственна, все не осталось. Поэтому для овна, дорогие друзья, если для мужчин овнов секс стоит просто на первом месте, для женщин не особо. Для женщин овнов умное то абсолютное безразличие. Овны, они такие. Периоды спокойствия, умеренности, безразличия, а потом периоды сумасшествия. Они готовы за свою любовь бороться с партнером. Они успокаиваются, переключаются на другого партнера, и вот эту всю любовь, страсть они отдают другому партнеру. По сути, для овна не столько важен сам человек, а именно возможность любить. Просто возможность хотят любить. Они выбирают объект любви и фанатично начинают обожать вот этот объект любви. До такой степени, что могут утопить этот объект в любви просто в заботой и чем хочешь. Поэтому овны, будьте осторожны. Вам просто хочется любить. У вас очень много нерастраченной нежности, которую вам нужно отдать одному человеку. Как ни странно, овны выбирают одинаковых партнеров. Что мужчины, что женщины. У них всегда одинаковые партнеры. То есть одинаковый уровень. Вот эта женщина замучила, вот точно такой же типаж женщины выберут снова. Им нравится это, им нравится эта игра. Если женщина всецело отдалась, теряется интерес. Если женщина оттолкнула, он будет добиваться, пока ее обратно не вернет. Вернул страсть, любовь, месяц-два, просто седьмое небо. Потом снова безразличие, потом снова переключение на другие объекты и так далее. Это Овен. Афина. Почему? Потому что Афина занята то войной, то покровительством еще чего-нибудь. У Афины нет времени на любовную страсть. Но если кто-то уходил от Афины, не именно любовник или любимый, а именно некое божество отходило от нее, от ее покровительства или от ее, скажем так, от ее чар, она делала все для того, чтобы вернуть. Вот, например, когда Парис не отдал яблоко Афине Палладии, она поклялась уничтожить Трою. И она это сделала. Вот Овен. Но Овен, помимо того, что очень, скажем так, награжден талантами, да, и так далее, внутри Овна есть еще такой компонент мести. И иногда эта месть может быть абсолютно неоправданной. Но Овну показалось, что ему сказали что-то не то, сделали не то. Овен будет мстить. Мстить до того момента, пока не увидит вот слезы врага. Когда видит слезы врага, просто как бы отходит в сторону и переключает себя в другое русло. Можно ли держать Афину Палладу дома? Можно. Поскольку она богиня мудрости, воинствующей мудрости. То есть это та мудрость, которую еще и защищают с мечом на руке. Понимаете? Дальше. Как вызвать Афину Палладу? Выберите клинок, купите клинок. Но клинок, чтобы был или с деревянной рукояткой, или просто красивый нож. Можно там кованый, да? Черный алтарь, темные свечи. И говорите: «О, светлоокая Дева Паллада, услышь меня, мой призыв, и со всей мудростью своей явись ко мне, и дай мне ответ на мой вопрос, и помоги мне в моем деле». Вот таким образом лучше призвать Афину Палладу. Как откупаться от всех призывов, я вам уже говорила. Оставляйте монеты, оставляйте сладости, оставляйте, скажем, спиртное. Это все тем силам, которые к вам приходят. Виснут у вас, не везде это виснет. Не надоедайте, пожалуйста.
Дальше. Телец. Телец – это более знак, который близок к земле. Телец – это, скажем так, влюбленный в землю, влюбленный в свое пространство знак. И телец соответствует богине Деметрии. Если вы дальше будете говорить вестник, я просто выключу эфир и пошлю вас всех к черту. Так вот, Деметрия. Очень сильная женщина, но ее основная слабость – это ее дети. Там да мать родная скажет что-либо на ребенка, она готова разорвать. Вы не забывайте и в зиму, когда уходит ее дочь Персефона. Персефона уходит к своему мужу Аиду. Полгода она остается у мужа, полгода у матери. Так вот, когда она уходит к мужу, земля покрывается горем, начинаются дожди, начинается зима. До того момента мир цветет, тогда начинается весна, великая мать. Да и в переводе она означает Деметрия, мать-земля. Она любит все, что связано с мирозданием, она любит философские разговоры. Ей не нужно богатство и так далее, ей достаточно поговорить с человеком, излить душу, просто получить энергию, силу и так далее. Потом, значит, она великий друг, работающий человек. И когда пытаются тельца остановить, когда пытаются запретить что-либо, то начинается война в доме. Поэтому если у вас покровительница Деметрия, если ваша супруга, она есть телец, не останавливайте ее. Для нее работа – это жизнь. Кроме того, не забывайте, что знак денег или культ денег – золотой телец. Понимаете, дорогие друзья? Золотой телец притягивал деньги, богатство. А значит, тельцы никогда не будут жить бедно. Они все равно свое место найдут. Они могут жить средний, они могут жить немножко в нужде в какое-то время, но всю жизнь они трудно и плохо жить не будут. Тельцы, они всегда, значит, я не знаю, какой ваш знак, заказы тут раздавать будете, к чертям пошлю. Они великие труженики, и со временем обязательно найдут себе место. Тельцы любят частный дом, тельцы любят дома и любят дома, которые находятся возле рек, возле озер, в общем, на природе. Как призвать свою богиню? Итак, трава. Можете сорвать просто сухую траву. Земля, которая всегда у вас дома должна стоять. Если вы хотите, чтобы покровительство богини было всегда с вами, землю набирайте и периодически меняйте землю, возвращайте обратно, приносите новую землю. Черная материя, как знак земли, и обращение к богине Деметрии. О, великая Матерь Земля, моя покровительница Деметрия, я обращаюсь к тебе, как твое земное дитя. Помоги мне в этом вопросе. Зажигайте свечи. Свечи можно зажечь, кстати, разные цвета, как и все знаки природы, то есть как и все природные цвета, да, цвета мироздания. И обращаться к тельцу, то есть к своему покровителю, потому что она очень любит своих детей, и земных детей, и тех, которых сама родила, и те, которые под ее покровительством, она великая матерь. Можно ли Деметрию держать дома? Можно. Можно, потому что она есть богиня земли,
и она, скажем, покровительствовала и земледельцам, крестьянам, скотоводам и так далее. То есть ее держать можно. Пойдемте далее. Ирида, радуга. Это у нас близнецы. Близнецы, они ближе всего к богам. Вот у них есть преимущество. Когда они просят что-то одно, им дается вдвое больше. Близнецы – удивительный знак. Они могут иногда забыть, например, принести 2 тарелки поставить. Вот она сама села поесть, забыла, одну принесла тарелку, потом раз и запамятовала, еще одну притащила. Смотрит 2. 2 чашки, 2 ложки. У них есть такая особенность. Если они что-то одно просят у богов, боги дают им 2 раза больше. Если они делают добро, им дается 2 раза больше. Если они хотят работу, просят найти работу, им могут дать 2 предложения сразу. У них всю жизнь по 2. Мужчины их любят. Вот 2 мужчин нравится ей. Она хочет делать выбор, не может понять, который лучше. 2 цвета волос им нравятся и подходят, например. 2 типа макияжа они используют. Вот 2. Кроме всего прочего, Ирида, она есть посланница богов. И поэтому она вестница. То есть это люди, которые, как правило, нацелены что-то хорошее делать людям, что-то хорошее сказать, подсказать, помочь. И у них это получается. И очень часто бывает, что, например, к близнецам идут за советом. И близнец поможет. Потому что через них говорят боги. Дальше. Она барахольщица где-то. Иногда у нее могут быть очень много различных вещей, которые она 100 лет не носила, но у нее висят. Она их много собирает. Близнецы любят разные цвета. У них нет особого предпочтения, скажем, вот носить черные, зеленые. Они не понимают людей, которые вечно носят там один цвет. Вот монотонный, там серый мне нравится. У близнецов различные цвета, и отношение к цветам совершенно другое. Они любят различные цвета. Среди близнецов очень много дальтоников. Чаще всего дальтоники встречаются среди близнецов, когда у них цвета в природе и в жизни совсем по-разному смотрятся. Потом, у них очень интересное такое понимание цветов. Близнецы могут быть хорошими косметологами. Они очень хорошо чувствуют цвет. И вот, знаете, такой вот как бы восприятие замечательными операторами, очень красивые сюжеты снимать. Они вот эту игру цвета и тени очень хорошо понимают. Им это дано, у них творческое мышление. И среди близнецов было очень много художников. Далее. Ирида. Призвать Ириду легче простого. Всюду. Нужен алтарь любого цвета, различные свечи, а если еще и 7 цветов радуги найдете, будет вообще замечательно. И говорить: о посланнице богов, великая Ирида, я призываю тебя и прошу тебя донести мою просьбу до богов. Чаще всего к ней так обращаются. Либо говорить: дай мне ответ от самих верховных богов в моей такой ситуации. Скажи мне, пожалуйста, как мне поступить в этой ситуации. Или помоги мне выйти из этой ситуации. После того, как вы это сказали, потушите свечи и ждите. Через короткое время вам этот ответ поступит. Или эта помощь придет. Дальше. Да, близнецы предпочитают рак, Гея, Хтония. Гея, она богиня, которая родила богов и титанов. Мать-Земля, вся мать-планета, мать Вселенная. И от нее веет материнским теплом, как ее муж Уран проглатывал и съедал ее детей. И она снова ложилась с ними и рожала детей. Рак любит мутную воду. И она поднимает эту мутную воду. Люди, которые раки, они будут чужими руками свои проблемы решать. Они будут делать чужими руками и подлости, и хорошее, и плохое.
нету абсолютно никакой любви к людям. Они просто показывают эту любовь, все, что о тебе думает, и ты увидишь, сколько будет ненависти у этого урака к тебе. Мамы террористки, которые везде лезут посмотреть, кто с кем спит, сколько раз и почему вот так, и сколько абортов кто понаделал. Раки очень любят собирать компромат. И вот в этой мутной воде хранят до поры до времени. Но если раки кто-то нашли и начали оберегать и помогать, то этот человек может рассчитывать на помощь рака. То есть может рассчитывать на помощь геи, мироздания. Но только в этом случае. Осторожны с раками. Раки совершенно не любят людей. Они не любят даже свое ближайшее окружение. Люди у них вызывают раздражение. И самое большее, вот самое интересное, что среди политиков очень много раков. Это социопаты, как правило. Это люди, которые будут играть любую игру, которую вам хочется. Любую игру. Вы хотите увидеть заботливую мать, она будет заботливой матерью. Вы хотите увидеть, вот, то есть, что хочет человек. Как только чувствует, что хочет человек, тут же подыгрывает. Раки социопаты. Поэтому, дорогие друзья, рассчитывать на любовь рака не приходится ни мужчин, ни женщин. Вы должны им быть выгодны. Пока вы им выгодны, они с вами. Неважно кто. У них может быть только уважение. И не более того. Итак. Как призывать раков? Никак не меняется свой знак. Вы просто узнаете себя и понимаете, и живете дальше. Это не говорит о том, что какой-то знак хороший, какой-то плохой. Просто объясняем, что творится в душе человека, чтобы люди могли в себе разобраться. Для того, чтобы призвать рака, точно так же нужно взять землю, туда налить воды, на черный алтарь. Можно ли гею? Можно, но ее статуя не так часто встречается, чтобы вы ее могли найти. Да, в них есть подлость. Они делают все чужими руками. Итак, быть социопатом, ставите воду и говорите: «О великая гея Хтония, выйди из мутной воды и услышь меня. Помоги мне там в какой-то ситуации. О Матерь мироздания, титанов, Гея Хтония, приди ко мне на помощь». И просите то, что вы хотите. Следующее. Гера, лев. Хранительница семейного очага. Но в то же самое время хочу вам сказать, что если учесть, сколько было любовниц у Зевса, и сколько еще будет, и прочее, и сколько было сыновей и детей из разных земных женщин, то есть от разных, извиняюсь. И при всем этом Гера, покровительница семьи и брака, можно сказать, что львы немного двуличные личности, немного лицемерные и не совсем искренние. Почему? Потому что они, с одной стороны, поддерживают семейные ценности, с другой стороны, терпят гулящего мужа. Если это мужчина-лев, то все вокруг него крутится. У него покровитель солнца. Главный, верховный покровитель. И поэтому красивый. Льва можно узнать по гриве. Все знаки льва, мужчины, женщины, у них прекрасны все. Лысых львов нет. У них всегда грива. Мужчина-лев – это центр Вселенной. Вся семья должна быть сконцентрирована на нем. Но в то же самое время он добытчик. У него прекрасная связь, он находит общий язык со всеми. Со львом может быть счастливый брак только после 30 лет. Раньше не думайте связываться со львом. Лев вас просто сожрет. Он вас не заметит. Но у них
у них двоякий характер. Они поддерживают одни законы для других, другие законы для себя. То есть у льва свой мир. Лев не будет с вами считаться. Лев не любит соперников, что женщина, что мужчина. Учитывая, как страшно наказывала Гера своих соперниц, превращая их в разных чудовищ, можно понять, сильная натура, но умеет иногда ластиться. Она знает, когда нужно молчать, когда нужно говорить. Два льва в семье, каждый из них тянет одеяло в свою сторону, никто никому не уступит. Хотя у них общий прайд, и они, если нужно, могут растерзать кого угодно ради своей семьи. Для льва своя семья, свой прайд важнее всех. Львы, как правило, однолюбы, львы создают семью один раз и навсегда. Хотя гуляют. Они гуляют, но нормально. Но считают, что семья самое главное. Вот семья важная и все, никуда нельзя. Как правило, у льва очень яркая жизнь, и в хорошем смысле, и в плохом. Если лев упал, у него годы трудностей, годы, вы знаете, засухи. Вот всегда сравнивайте свою жизнь и с теми покровителями, которые я называю, и с теми существами, да, под которым вы родились. Смотрите, лев, у него бывают периоды очень, скажем так, богатые периоды, урожайные, когда засуха заканчивается, и они выходят на охоту. У него бывают периоды усталости, когда он отдыхает и отдыхает от всех, просто закрывается в себе и засыпает, можно сказать, да, бережет силы. У него бывают моменты нападения, охоты. Он хитер, он очень долго поджидает. Лев может долго играть дурака. То есть над ним могут там это посмеяться, говорить, он может денег дать, он может помочь, он может долго, очень долго наблюдать за человеком. Но если человек один раз попал в поле зрения, если лев решил на него охотиться, он никуда не денется, все. Этот человек сделает потом все, что нужно льву. Но он очень долго поджидает, он очень терпеливый. Но потом, смотрите, бывает у него период засухи, когда ему есть нечего. Бывает у него урожайный период. То есть у льва жизнь вот такова. Просьба льва к солнцу, Гере. Но она не есть богиня солнца, но она есть верховная богиня, верховное божество. Красная, желтая свеча, красный алтарь. Можно ли хранить статуи Геры? Можно. Просьба к ней. Великая, могущественная, верховная богиня Олимпа. Она любит, когда к ней так обращаются. Любимица Зевса, я обращаюсь к тебе. Хотя у Зевса еще 3 главные жены, между прочим, хочу сказать. Фемида, Деметрия и Гера. 3 жены у него. Но кто-нибудь слышал о других женах? Очень редко. Больше всего мы говорим о ком? О Гере. Она верховная и главная. И каждый раз, когда Зевс идет к одной из своих жен, все что угодно. Далее. Не забывайте, что лев сопровождает фортуну. Значит, лев – знак удачливый. Просто надо к ней обращаться, к Гере. Обращение к Гере я уже сказал. Чем больше комплиментов вы скажете Гере, тем больше вероятности того, что она вас быстро услышит и поможет. Могущественная, единственная, самая прекрасная из богинь, любимица Зевса, божественная Гера, услышь меня и помоги. И вы будете услышаны. Пойдемте далее. Уже знаков. Остальное обсудили. Надеюсь, у нас время хватит. Зависает. Не пишите мне, я устала это читать. У меня времени нет. Девы. Фемида. Сама справедливость. Карма, карающая матерь. Богиня правосудия.
Вы долго будете писать это? Зависает, зависает. Вы не устали? Дорогие друзья, Фемида, судебный процесс ею будет выигран. Кто бы против него что ни делал, всегда перетерпевает неудачу. Что касается судебного, она может сидеть, обсудить за круглым столом, причем она не боится, у нее нету двуличия, она сама справедливость. Терпеть не может неправды, и поэтому очень часто страдает, особенно на работе. Потому что когда есть вранье, она молчать не будет. Она обязательно выступит и скажет. Скажет в семье, скажет своей дочери, даже если дочь виновата, не перейдет, то есть перейдет в сторону зятя. Если виноват брат, значит, его отчитает и не перейдет в его сторону. Дева – это очень, да, очень надежный партнер и друг. Это люди, которые вас никогда не подведут, которые очень справедливы. За эту справедливость страдают, но в итоге они в любом случае к ним приходят, и все равно они решают эти споры, и последнее слово всегда за ними. Покровительствует девам сама Фемида. Фемида, юстиция, карма. У дев никогда нет никаких проблем с милицией, полицией, судами. Они обязательно, эти судьи бегают просто. Меньше всего в судебной системе дев, то есть тех, которые покровительством Фемиды. Казалось бы, сама Фемида покровительствует девам, значит, они должны судить. Нет. Как раз судят те, у которых нет ни честности, ни стыда. Они делают то, что им сказали. А если дева окажется в судебной системе, она не сможет там работать. Потому что дева, а там нет акцента на справедливость, там акцент на то, кто больше заплатит, дев нет. Очень мало, редкий случай. Девы, как правило, это управляющие. Девы, как правило, творческие натуры. Девы, которые открывают свои работы и так далее. Они очень справедливо ведут себя с рабочими. Если ваш директор достойный человек, это дева. Справедливо наказала даже там сына какого-то там, не знаю, богатенького какого-то буратино, но наказала его за то, что он гнобил вашего ребенка, значит, это учительница дева. Девы никогда не принимают сторону сильных или богатых. Они всегда на стороне правды. И это люди, которые никогда по шакале не поступят. Пойдемте далее. Как просить помощи у Фемиды? Можно ли статую Фемиды? Нельзя простым людям. Объясню почему. Потому что Фемида, она всемирная справедливость. Это очень грозная богиня. И поэтому просто так ее статую держать дома не стоит. Ну, так и следовало ожидать, чтобы 9 мая прошло, должны были продлить. Конечно, будут продлевать до того момента, пока у народа не лопнет терпение просто-напросто. Вот и будут продлевать и продлевать до бесконечности. Обращение такое. Зажигайте одну свечу. Можно в доме держать и, скажем так, весы. Если хотите именно справедливости, держа весы в руке, можно без него. 100 раз сказано, никогда не звонить без предупреждения, да? Вот сказано, как я сказала, так и услышала сама. Зажечь черную свечу, она темное божество, темный алтарь и обращаться. О всемирная справедливость, юстиция, Фемида, карма. Между прочим, обращение к Фемиде, которое я давала вам, лучше всего получается у дев, потому что она их покровительница. Обрати свой взор на меня, услышь меня и помоги. И просите то, что просили. А вообще, если честно, у меня есть очень много ритуалов именно обращение к Фемиде. Гера отдельно можете найти, есть в интернете, но чаще всего ее изображают, как она там сидит на корточках возле Зевса, перед его олимпийским этим троном. Я как-то показывала. И такое есть. Это тоже можно. Где-то они прям лежат рядом,
Гера и Зевс и так далее. Но чаще всего она встречается с Зевсом. Можно и такое. Весы. Весы Персефона. Она есть тоже богиня плодородия, поскольку дочь Деметрии. Но в то же самое время она богиня царства мертвых. Любимая жена Аида. И половину года она проводит у мужа, половину года у матери. Так решил Зевс, потому что Деметрия обещала просто уничтожить весь мир, если дочь останется у Аида. А он украл ее. Персефона плаксивая, но справедливая. Она 50 на 50. Если любит, может в то же самое время и ненавидеть. Точно так же. Вот сегодня она любит, завтра ненавидит. У нее постоянные перепады настроения. Утром ей не хочется жить, к вечеру она веселая, счастливая. Вечером она поникшая, уставшая, никого не хочет видеть. К утру у нее все хорошо, прекрасно, жизнь прекрасна и все такое. Вот этот мужчина ей нравится, она готова за него жизнь отдать. К вечеру она решила, что тот еще лучше. 50 на 50. Это люди, которые сами себе до конца не доверяют. Они боятся своих капризов. Они боятся своих капризов, они не уверены в своих чувствах, ни в чем не уверены. Сейчас она хочет родить ребенка, пошла к подруге, понянчила ребенка и говорит, ну что-то я, наверное, пока еще не готова. Понимаете? То есть это люди неустойчивые. Они никогда до конца не доведут дело, они начнут, другие продолжат. В то же самое время они любят темноту, ночь. Они любят мужчин таинственных. Они любят мужчин, которые до конца не раскрылись. Они очень любят всю жизнь кого-то для себя раскрывать. Поэтому, если вы хотите, например, найти, скажем так, интерес, да, ключ к сердцу Персефоны, будьте для нее тайны. Если вы все раскроете, все скажете, вы просто потеряете интерес с ее стороны. Дальше. Персефона, как правило, рок-певцы. Дальше. Ночные волки, кутежники, люди, любящие природу, люди, любящие древние культы. Это таинственные люди. Они все время стремятся к чему-то такому магическому. У них замечательно получаются ритуалы вызова, скажем, темные ритуалы, которые... Не обращайте внимания на этих ублюдков, что они пишут и что они говорят. Абсолютно плевать. Далее. Никогда не думайте, что вот эти слова «я люблю тебя и умру за тебя», они действительно реальны. Она сегодня скажет одно, но через... Не потому, что они изменчивые и такие-сяки, нет, потому что у этих людей 50 на 50. Если этот человек не увидел с твоей стороны внимания, она может очень легко тебя вычеркнуть из жизни и забыть. Так вот, как призывать Персефону? Открывайте окно ночью, зажигайте темную свечу и говорите: «О, таинственная дочь великой Деметрии, любимица бога Аида, властительница темного царства, Прозерпина ада или Персефона». Не переживайте, ад – это всего лишь подземное царство, не более того. Услышь меня, отправь своих посланников ко мне. К ней обращаться только ночью. Помоги мне в этой ситуации и так далее. Когда она вас услышит, точно так же стандартный откуп, это я говорю, или на подоконник ставить, значит, спиртное, либо выносить и благодарить. Скорпионы, Геката.
богиня тайн, магии, богиня интуиции, тьмы, неупокоенных мертвецов. Теперь послушайте внимательно. Гекату держать дома простым людям нельзя. Но все рожденные под знаком Гекаты таинственные люди. Они всю жизнь чувствуют покровительство кладбища, они не боятся похорон, они не боятся призраков, им наоборот интересно. Им интересно понять, а действительно ли есть мир духов. Ночью к стукам, они могут говорить с силами, знают, как просить помощи, даже если никто их не учил с детства. Могут рассказывать таинственные вещи, которые воспринимаются не всерьез и высмеиваются Гекаты. Скорпионов обижать не стоит. Это люди, которые требуют из себя и из других. Они жалят и себя, и свою жизнь отравляют, но отравляют и жизнь других. Скорпионы, видят, не оставляют своих детей. Они могут придумывать какие-то различные заговоры сами от себя. Они любят экспериментировать, их тянет к ядам, они любят змей. Они прям обожают смотреть змей по телевизору. Они любят собак, они любят волков, любят лесной массив, любят темные дороги, ночные прогулки. Они совы, поздно ложатся, поздно просыпаются. Слушают определенный шорох и голос, чувствуют эти голосы, чувствуют послание с небес и воспринимают это послание. Это скорпионы. Скорпионы очень таинственный знак. Они любят носить волчьи клыки. Их привлекают совы, темные дома и прочее, прочее. И скорпиона лучше не обижать. Если не она, то ее покровительница вам очень сильно отомстит. Почему? Потому что скорпионы никогда просто так не обижают. То есть их надо довести. Нужно делать что-то такое, чтобы скорпион вышел из себя. Хотя скорпион, принято считать, и себя отравляет жизнь, и другим. Это правда. Но это надо заслуживать. Скорпион просто так никому жизнь отравлять не будет. Итак, о великая Геката Матерь. Геката Тривия, то есть трехликая Геката. Приди ко мне на помощь. Просто просить ночью, без алтаря, без ничего, встать посреди комнаты и попросить. И она обязательно вам поможет. Дома держать ее спите, вы не имеете права к ней подходить, кроме как жрецов Гекаты. Она темное божество. Она покровительствует, она помогает. Да, у скорпионов еще очень острый ум. Она помогает, но это не значит, что вы можете к ней подойти без ее разрешения. И последнее, у нас садится батарея, поэтому я быстро скажу, чтобы никого не обидеть. Раз. И она полюбила, то есть Артемида или Диана, она полюбила Люцифера. Но он ее предал. И тогда Артемида прокляла свою дочь Арадию и отдала Люциферу. Артемида не самая лучшая матерь. Она больше добытчица, она может быть хорошей бизнесменша или бизнесвумен. Она хорошая начальница, один-два раза, не более того. И она более всего занята своим целомудрием, своей красотой, своими желаниями, собой. Но у нее всегда соперничество с дочерью. Если у Артемиды рождается сын, то они ладят. Если дочь, они всю жизнь будут врагами. Они будут соперницы. Причем они будут очень похожи между собой. Две охотницы, две жесткие женщины, они всю жизнь будут конфликтовать. Поэтому стрелцы – это не самые лучшие матери. Лучшие отцы, но не матери. Охотницы
но в то же самое время эгоистичные охотницы. Они думают о себе. Вот был Люцифер, она любила его. Породила от него Арадию. Люцифер ушел, она отдала Арадию. Она не нужна ему. То есть мужчина, есть ребенок. Нет мужчины, не нужен ребенок. Они все время упрекают своих детей тем, что ты похож на своего отца проклятого, такая же, как твой отец, своих детей ради мужиков и уйти. Причем не ради их любви и страсти, а потому что там удобнее. Итак, призыв Артемиды. Острый предмет, нож, стрела, Мида. Услышь меня и помоги. Лучше всего делать сумерки. Я призываю тебя и твою силу. И прошу твоей помощи в этом и в этом. Сейчас я завершу эфир, поскольку объясняю вам, что у меня садится зарядка. Но я вам разъяснила все знаки, я сказала ваших покровительниц и объяснила, как их призывать. Особо много не нужно вам делать, достаточно вот эти рекомендации. И чем чаще вы будете это делать в свои трудные моменты, тем больше шансов, что они вас будут слышать и помогать. Всем удачи и всех благ.